Всем доброго времени суток, с вами проект Power Device. Здесь мы разговариваем о улучшении наших Android-телефонов. В этом видео поговорим об FPS, отображение кадров в секунду. Стоит ли вообще повышать FPS в играх, что оно дает? Также покажу вот такое приложение, которое в реальном времени показывает счетчик FPS. И конечно же, забегая вперед, отмечу, что здесь в этом ролике я покажу, как на многих Android-телефонах, именно современных Android-телефонах, в один клик можно увеличить FPS. Но обо всем по порядку. В этом видео речь пойдет не о каких-то конкретно брендах телефонов Xiaomi, Tecno, Realme и так далее, а именно о последних версиях Android. Смотрите, большинство знает, что если зайти в настройки о телефоне, по версии OS кликнуть много раз, на определенных моделях смартфонов меню разработчика включается в разных местах. Например, это телефон Tecno, я захожу в мой телефон, информация о версии, по номеру сборки я тапаю много раз и становлюсь разработчиком. Далее на Tecno нужно зайти в систему, внизу для разработчиков. На Xiaomi, Redmi и Poco данное меню находится в расширенных настройках, в самом низу для разработчиков. На других телефонах делается все так же, просто вам нужно найти эти же меню. В общем, здесь я немного продвигаюсь вниз, нахожу частоту обновления, включаю эту галочку. Сейчас объясню для чего. Данный параметр частота обновления показывает обновление нашего экрана. Это не совсем FPS. Если быть точнее, это тоже FPS, но это обновление кадров в секунду именно нашего экрана. А в каких-то играх FPS это имеется в виду отрисовка кадров, то есть рендеринг кадров вашего графического процессора. Но, друзья, эти два параметра очень тесно связаны между собой. Я зашел в игру PUBG Mobile, здесь у меня показывает 60 FPS, здесь 60 Гц, и если я открою меню ускорения от Xiaomi, нажму ускорить, здесь также будет показано FPS, и именно эти FPS от Xiaomi показывают отрисовку графического процессора, то есть рендеринг кадров, который нам и нужен. Посмотрите, вот этот параметр от Xiaomi прыгает точно так же, как и вот это отображение FPS, то есть они абсолютно одинаковые, только отображение идет с небольшой задержкой. То есть данную программу можно смело использовать для того, чтобы смотреть FPS. Но также отмечу, что эта программа ссылается на частоту обновления экрана и через нее высчитывает FPS. Сейчас покажу, что это за программа, если что, с помощью нее вы сможете точно так же отслеживать FPS в играх, и показывает она все точно. И далее покажу, если у вас современный Android телефон, как на нем в один клик возможно увеличить FPS. Программа для определения FPS называется Real Time FPS. Я ее просто устанавливаю. Вообще, по идее, если вы опытный пользователь и если вы хотите напрямую отсчитывать ваш FPS с вашего графического процессора, то скорее всего вы знаете, что для этого нужны root права, либо хотя бы подключение через ADB, например, через Shizuku. Но данная программа, как я уже сказал, также позволяет с очень хорошей точностью отсчитать FPS. Как обычно, скину это приложение в свой телеграм-канал, ссылка будет в описании, не забудьте на него подписываться, там я оставляю много полезного и интересного. Итак, мы ее установили, просто запускаем, нажимаем «Продолжить», здесь шагаем назад, закрываем данное окно, нажимаем «Активировать программу», уведомление разрешаем, далее вас должно перекинуть в нужные настройки, здесь находим это приложение, вот оно. Ставим галочку «Показывать поверх других приложений», шагаем назад, активируем счетчик FPS. Он появляется здесь, вы можете его регулировать, ставить сверху, снизу, перемещать по центру влево либо вправо. Я оставляю сверху по центру. Теперь после этого на вашем телефоне обязательно зайдите в настройки. На телефоне Xiaomi я захожу в экран и яркость, частота обновления и выставляю здесь максимальную. К примеру, на телефонах Tecno это находится здесь же, экран и яркость. Частота обновления выставляем высокую, 120 Гц. Кстати, если ваш телефон поддерживает не 120 Гц, а только 90, выставляйте хотя бы 90, это тоже нормально. Здесь, к слову, стоит отметить, для тех, кто хочет максимально поднимать FPS в играх, стоит ли вообще это делать, например, в том же PUBG Mobile. Я открыл эту игру, зайду в параметры графики. Здесь я ничего не менял, у меня все стоит по умолчанию. И, друзья, вы должны понимать, что не на всех телефонах возможно поднять FPS.
Не просто так разработчики телефонов и игр закладывают в них определенные параметры. На многих телефонах, где это не предусмотрено, повышение FPS приведет к перегреву процессора и в целом вашего телефона, что очень негативно сказывается на железе. Поэтому в целом я не сторонник того, чтобы как-то искусственно повышать FPS, но все-таки это сделать можно. Опять же, этот трюк, который я сейчас покажу, будет работать не на всех телефонах. Ваш смартфон обязательно должен быть не ниже 15-го андроида и быть не бюджетным, чтобы у него было хотя бы среднее железо, средние внутренности. Итак, друзья, смотрите, я открываю эту программу для отображения FPS, но пока ее не запускаю, просто сворачиваю. Теперь захожу в настройки, расширенные настройки, все то же меню разработчиков. Немного спускаюсь вниз и нахожу вот такой параметр – высокая частота кадров в играх. Как я уже сказал, такой параметр есть только в последних версиях Android. Он не связан с брендами телефонов, он связан с Android, как я уже сказал. Это телефон Tecno, здесь также есть данный параметр. Мы его активируем. Также спуститесь ниже и включите частоту обновления. Включим ее просто для того, чтобы видеть отображение. На данном этапе многие игры, которые совместимы с вашим железом, уже повысят FPS на максималку, которую способен выдать ваш смартфон. Но, например, игра PUBG Mobile требовательная, и она повысит FPS только на каких-то флагманах. В таком случае я делаю следующий трюк. Захожу в PUBG Mobile. Теперь ее нужно свернуть вот таким образом. Здесь у нас также открыта Real Time FPS. Заходим в нее. Активируем счетчик. Теперь я также ее сворачиваю, удерживаю на ней. Ставлю здесь замочек и открываю PUBG. На данном этапе у меня на телефоне уже возрастает FPS и обновление экрана. Если у вас это не получилось, то на Xiaomi вы можете открыть данное меню ускорения и нажать «Ускорить». После этого снова открываем программу счетчика FPS. Теперь уже замочек можно снять, и я захожу в PUBG Mobile. Как можете видеть, у меня данный трюк работает. Отмечу, что все это связано с данной программой и с тем параметром разработчика, который мы активировали на высокую частоту. Смотрите, чтобы не быть голословным, сейчас у меня повышенная FPS и повышенная герцовка. Я сворачиваю PUBG, открываю эту программу, выключаю счетчик FPS, снова иду в PUBG, и у меня уже падает обновление экрана, так же как и FPS. Теперь снова сворачиваю PUBG, открываю данную программу, включаю счетчик FPS, FPS повышается. Далее также очень важно, если у вас телефон Xiaomi, Redmi или Poco и есть такие параметры, но они не сработали, тогда попробуйте зайти в настройки, приложения, 3 точки, показать системные приложения. Теперь в поиске пишем «Питание и производительность». Нажимаем на нем «Очистить», «Очистить все». То же самое нужно сделать с приложением JoyOS. «Очистить», «Очистить все». Также посмотрите. Я отключаю данную программу, она нам больше не нужна. Все закрываю, оставляю только вот этот счетчик. Теперь запускаю игру NFS No Limits. Здесь в игре отображается 120 Гц. Если я включу мониторинг от Xiaomi, оно также показывает 120 FPS. Не думайте, что все это происходит только в меню, в игре то же самое. Теперь смотрите, я сворачиваю игру, открываю меню разработчика, высокая частота кадров, отключаю. Возвращаюсь в игру. Наш FPS падает. Вот он. Естественно, когда мы включим эту галочку снова, FPS поднимется. При этом рекомендуется перезапускать игру. Если у вас останутся вопросы, пишите их здесь в комментариях, постараюсь помочь. Либо можете писать в нашем чате телеграм-канала Power Device. Как всегда, желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.